Здравствуйте, меня зовут Смирнов Павел Вячеславович, я врач-невролог, вертебролог, специализируюсь на заболеваниях позвоночника. Сегодня мы разберем такой вопрос, как размер грыжи, ее значение в реальной клинической практике. Насколько важно мериться размерами грыж, почему для одного размера грыжи в 5 мм является критическим, а у другого грыжа сантиметр-полтора и ничего, никаких проявлений нет. В чем же здесь секрет? Давайте посмотрим на реальных клинических примерах. Давайте посмотрим на этот клинический случай. Здесь у нас женщина 75 лет, она жалуется на боли в левой ноге по корешковому типу, то есть болит от ягодицы и до самой стопы. Боль усиливается при ходьбе, тяжело долго сидеть, тяжело наклоняться вперед. Приходится искать позу, в которой не болит. Это довольно типичная корешковая боль. Также у нее есть онемение в этой области. Что мы здесь можем у нее увидеть? Мы можем у нее увидеть такие многоуровневые дегенеративные изменения. Женщине уже 75 лет. Вот те изменения, которые мы видим вот на этом протяжении позвоночника, это в целом является для нее вариантом нормы. Конечно, у нее там по описанию будет протрузии, но на деле вот мы можем вот так пролистать. Мы здесь видим, да, что сужение канала позвоночного есть, но критического сдавления нервов на этом протяжении мы не видим. Болит у нее по корешку S1, то есть это задняя наружная поверхность левой ноги. Соответственно, наиболее вероятный вариант, который вызывает у нее боль, это вот этот вот уровень L5S1. Здесь как раз проходит у нас S1 корешок, и с левой стороны мы видим, как он компримируется. Вот здесь можем посмотреть. Вот это у нас получается, вот здесь идет S1 корешок, S1, да, и он компримируется у нее вот здесь, в области латерального кармана, вот здесь. Здесь, если мы посмотрим, у нее грыжа очень такая формальная, то есть если мы ее померяем, то здесь расстояние будет там 3 мм, 4 мм грыжи. Вот на этих срезах здесь вообще достоверно нельзя отличить, где грыжа, а где сустав. Обращает на себя внимание, что суставы у нее такие довольно измененные, гипертрофированные, артрозные, и у нее здесь, получается, образовалась грыжа на фоне вот сужения канала позвоночного в области латерального рецессуса, вот здесь. Соответственно, у нее с одной стороны гипертрофированная вот эта вот желтая связка и сустав измененный, деформированный с остеофитами, а с другой стороны образовалась маленькая, небольшая грыжа протрузионного типа, буквально там 3, 4, 5 мм, но это привело к критическому сужению места, где идет нервный корешок, а это анатомически узкое место. Здесь нерву некуда развернуться, некуда отступить. И поэтому здесь даже вот такой маленький размер грыжи имеет колоссальное значение, потому что там и так была узкая стеноза, и здесь еще вылезла грыжа и совсем все передавило. Однако, вот у этой же пациентки, что интересного, да, у нее на уровне выше, в верхнепоясничном сегменте 5, 4, 3, 2, между первым и вторым поясничным позвонком мы видим достаточно больших размеров вот такую вот грыжу. Да? Если мы ее здесь померяем, то в целом она будет, вот смотрите, 2 сантиметра практически, да, 1,8 на 9, да, то есть практически 2 сантиметра на 1 сантиметр. Но посмотрите, какая здесь ширина позвоночного канала вот на этом срезе. Да? Здесь мы можем померить размер грыжи вот здесь. Здесь она, видите, чуть поменьше будет. Поэтому вот очень важно понимать, да, что в зависимости от того, на каком уровне, на каком срезе доктор померил эту грыжу, у нее будут размеры различаться. Поэтому нет смысла мериться размерами в комментариях, у кого какой размер грыжи, у кого болит, у кого нет. Почему? Потому что грыжа на разных срезах имеет разные размеры, это не правильной формы образования, она в зависимости от того, как на нее посмотреть, под каким углом ее померить, откуда до куда провести линию, размер будет отличаться. Поэтому вот сам по себе цифра не имеет критического значения. Нет такого, что до 4 мм лечим консервативно, после 4 там хирургии. Это абсолютно не так. Так вот, здесь у нее получается довольно крупных размеров грыжа. Она у нее тоже поддавливает вот дуральный мешок. Видите, вот здесь компримируются нервные корешки. Вот здесь вот они раздражаются, но у них есть резервное пространство, и они как будто бы просто отодвинуты, смещены сзади.
И, соответственно, пациентка нормально, у нее эта грыжа никак не проявляется, то есть это, по сути, случайная находка. И если бы у нее нога не болела, у нее, возможно, была бы также эта грыжа, но она бы даже о ней не знала, потому что не делала МРТ и чувствовала себя нормально. То есть верхняя грыжа абсолютно клинически незначимая, нижняя грыжа со стенозом дает симптоматику. Давайте для примера посмотрим еще одну пациентку. Ага. Посмотрите, вот здесь это уже женщина молодого возраста, 36 лет. У нее грыжа на уровне L5S1, тоже довольно-таки больших размеров. Вот если здесь посмотреть сантиметр, да, если вот здесь померить 1,2, 12 миллиметров, да, то есть это считается довольно больших размеров грыжи. На аксиальных срезах вот здесь мы видим, что она на таком широком основании. Вот, 2 сантиметра. И здесь сантиметр. То есть довольно крупных размеров. Она такая срединная. Она давит на нервные корешки с двух сторон. Но болит у женщины только одна нога. Так вот, от такой грыжи могут болеть обе ноги, потому что мы видим, что она раздражает нервы как с правой стороны, вот здесь, да, так и с левой стороны. Но что здесь интересного? То, что у нее довольно широкий позвоночный канал. Видите, вот сзади здесь много довольно резервного пространства. Дуральный мешок находится вот здесь. Вот здесь вот эти вот сакральные корешки, которые отвечают за тазовые функции, за потенцию, за мочеиспускание, дефекацию. Мы видим, что они здесь не сдавлены. Однако при такой грыже срединной в нижнепоясничном отделе есть риск, то, что эта грыжа может спрогрессировать, может передавить эти корешки конского хвоста, тогда может возникнуть синдром конского хвоста. Это считается таким грозным осложнением грыжи. Про это мы снимали отдельный видеоролик. Можете посмотреть, ссылка будет в описании. Но в настоящее время у женщины болит поясница, отдает в ногу. Однако на фоне медикаментозного лечения, на фоне ходьбы, на фоне специальных упражнений на нейродинамику пациентке становится значительно легче, боли у нее с каждым днем все уменьшаются. Естественно, даже невзирая на такие большие размеры грыжи, мы понимаем, что эта грыжа склонна к резорбции, что она может пройти без какого-либо хирургического лечения. И самое главное здесь пациентке дать, во-первых, правильную информацию, сформировать правильный настрой, объяснить, как в ближайшие 2-3 месяца ей нужно двигаться, что ограничить, а что наоборот можно делать и нужно делать, да, и плюс какие препараты применять, чтобы купировать болевой синдром, если он требует этого, если он выраженный, да. Нередко такое, что бывает, что болевой синдром сильный только 2-3 недели, а дальше он значительно уменьшается, проходит, и даже уже прием препаратов не требуется, хотя грыжа сохраняется. И нужно просто немножко подождать, еще немножко позаниматься лечебной физкультурой, порасхаживаться, и эта грыжа постепенно усохнет, уменьшится до таких размеров, когда будет совсем клинически незначимая, и можно возвращаться к обычной жизни, лыжам, спорту и так далее. И последний клинический случай тоже хотел показать, это... Здесь очень красивые снимочки. Тоже грыжа у нас L5S1. Здесь очень хорошо видны нервы. Вот это S1 корешок с правой стороны. Это правая сторона. А это S1 корешок с левой стороны. Посмотрите, как вот здесь четко видно, что вот это вот нерв идет, да? Вот так я его прочерчу. Вот эта вот грыжа, вот она сюда выбухает. А здесь, видите, нерв такой потемневший. Вот в этом месте она его компримирует. То есть вот так нерв выглядит в норме, а вот это грыжа, и она поддавливает нерв вот в этом месте. Это место называется латеральный карман. Это узкое место, где нерву и так тесно, ему некуда там отодвинуться, и он, по сути, прижимается этой грыжей к стенке фасеточного сустава. Тоже мы здесь видим такую гипертрофированную желтую связку. И, по сути, компрессия нерва происходит с двух сторон. Соответственно, здесь опять-таки женщина длительно болеет, перепробовала различные методы консервативной терапии. Ей она не помогает. Мы видим, что грыжа на самом деле довольно по своим сигнальным характеристикам мягкая и склонна к резорбции, но у пациентки прогрессирующий неврологический дефицит,
у нее нарастает онемение, слабость в ноге, ей не помогает нормальная консервативная терапия, ей не помогает интервенционное лечение. Соответственно, здесь уже наиболее вероятно речь идет о хирургическом лечении. Такую грыжу, если убрать, если освободить нерв, боль пройдет сразу, онемение и сила постепенно тоже восстановятся. Так, дорогие друзья, этими клиническими случаями хотел бы показать ту важность просмотра МРТ снимков непосредственно самому врачу на приеме, оценка их, соотнесение их с клинической картиной пациента, с его распространением жалоб, распространением боли, локализацией онемения, обращением внимания, какие именно мышечные группы включены, то есть какой именно корешок проявляется клинически и какой мы видим сдавление на МРТ. Это принципиально важно, чтобы понимать, какая вот из этих многочисленных грыж клинически значимая, какой конкретно для этой грыжи прогноз на консервативное лечение и, соответственно, нужно ли эту грыжу потенциально оперировать или, возможно, обойтись без хирургического лечения. На этом у меня все. Если было интересно, то оставляйте свои реакции, оставляйте комментарии, я постараюсь ответить на ваши вопросы.